Hello everyone, welcome to my channel. My name is Lina and I'm your Russian teacher. That's the second part of my videos with Russian linking or transition words. The last time in my first part of these videos, we were talking about cause and effect and chronology. Today we will take two more groups, emphasis and comparison contrast. And for today we will have 35 words and expressions. So be attentive and pay attention to all the words that I'm sharing with you. The first group that we're gonna take, that's emphasis. Here we will have 15 words. And as you can imagine, emphasis, that's usually the words that we put at the beginning of the sentence. So let's look at all of them now and let's read them. You can repeat them after me. Обычно, конечно, более того, кстати, вообще, особенно, как правило, по большей части, в общем и целом, на удивление, как ни странно, неожиданно, очевидно, разумеется, фактически. As you noticed, we started with the easiest ones, обычно, конечно, probably the words that you all know, and we finished with something more advanced. As the last time I explained it to you, when you have a simple situation, obviously you don't need to make it more complicated with those words, even though you think that it's going to be a good idea. Usually, the words that are more advanced we use in some more formal and serious situations. Let me show you how I used all these words in the phrases. Like this, one more time, you can hear all these words I'm pronouncing and you can actually practice here your listening comprehension and your reading skills. Anytime I read a sentence, you can stop the video and you can repeat the sentence after me. Like this, you will copy my pronunciation, my intonation, and it'll be a good practice if you want to sound like a native. Обычно я предпочитаю пить кофе по утрам. Конечно, у каждого есть свои привычки и предпочтения, и это нормально. Более того, на выходных я обычно люблю гулять и дышать свежим воздухом. Кстати, в последнее время у меня появилось несколько новых хобби. Вообще, я считаю, что чтение помогает расширить кругозор и узнать много нового. Я не хочу говорить об этом, особенно с ней. Как правило, биографии известных личностей вдохновляют меня. По большей части мои друзья увлечены путешествиями. В общем и целом, я считаю, что просмотр фильмов – это замечательный способ провести время. На удивление, немногие люди знают об этом. Как ни странно, иногда открытия случаются именно тогда, когда меньше всего их ожидаешь. Неожиданно для себя я встретила замечательного человека в этом году. Очевидно, что язык быстро забывается, если не практиковаться. Разумеется, изучение языков требует много времени и усилий.
Фактически, каждый раз, когда я возвращаюсь из поездки, я чувствую себя лучше. Now let's move on to bigger group comparison and contrast. Here we will have 20 words and expressions. Again, let's start with something basic and let's finish with something advanced. Но, так же как, кроме, однако, зато, хотя, при этом, в то же время, несмотря на то, что, даже если, с другой стороны, подобным образом, аналогично, за исключением, по сравнению с, одинаково, в противном случае, как раз наоборот, в отличие, вместо. We didn't have here something super advanced, so I imagine that even for levels A1, A2, all these words, they won't be too complicated. Now, again, let's look at all the examples that I created for you with all these 20 words. Было холодно, но светило солнце. Он умеет готовить так же хорошо, как его брат. Кроме занятий спортом, я также увлекаюсь чтением и путешествиями. Мы не часто видимся, однако общаемся почти каждый день. Я не люблю холодную погоду, зато обожаю зимние праздники. Хотя у нас часто бывают разногласия, мы всегда стараемся найти решение проблемы. Она отлично справляется с работой, при этом успевает заниматься любимыми хобби. В то же время важно находить баланс между работой и отдыхом. Несмотря на то, что погода была не очень хорошей, мы решили пойти на пикник. Даже если у нас не получится все запланированное, главное – провести время вместе. С другой стороны, иногда полезно взглянуть на ситуацию под другим углом. Подобным образом можно рассмотреть и другие варианты решения проблемы. Он приготовил это блюдо аналогично тому, как это делал его дедушка. За исключением небольших проблем, поездка прошла хорошо. По сравнению с прошлым летом, это лето было намного жарче. Все должны быть одинаково ответственными в команде, чтобы достичь успеха. В противном случае мы не сможем закончить проект вовремя. Как раз наоборот, я считаю, что сложные задачи могут быть интересными и увлекательными. В отличие от большинства, он всегда старается быть оптимистом. Я решила взять выходной вместо того, чтобы работать все праздники.
that was it. I hope you enjoyed the second part of this video and wait for the third, for the last part of these videos with linking words. Thank you very much for watching, subscribe to my channel and learn Russian with me.